Пехота — это фундамент армии. Вся остальная боевая мощь опирается на нее. Вы слышите цитату, а это значит, что канал Alex General продолжает свою работу. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Woodland, и на ней пройдет Infantry Mirror. На нижней позиции под синим цветом стартует Шей. На верхнем споте под зеленым цветом начинает Team Step. Друзья, подпишитесь на канал, поставьте лайк или дизлайк, а также напишите позитивный или негативный комментарий. Задонатить можно по ссылкам в описании. И прежде чем начать, я бы хотел рассказать вам о сайте worldseries.com, на котором вы сможете найти много полезной информации. Вы узнаете все о предстоящей мировой серии, кто был чемпионом и когда, сможете наблюдать сетку будущего турнира и многое другое. Лично мне все очень понравилось. Отдельно я бы хотел отметить раздел «Доска лидеров», где можно увидеть топ-20 лучших игроков в ладере 1 на 1. А ладер сейчас выдает самую авторитетную статистику. Также мне понравился раздел, где собраны почти все контент-мейкеры по генералам, и, кстати, меня любезно добавили в этот список. Вы сможете прямо из сайта перейти на YouTube канал любого стримера и начать смотреть видео по генералам. Обратите внимание на момент записи видео, Фарго ведет трансляцию на своем канале. Как вы уже поняли, эта информация отображается, а это значит, что не обязательно искать трансляцию в YouTube. Достаточно просто прийти на сайт, увидеть, кто в эфире, и перейти на канал. Шикарный сайт, создал его Sonic, тот самый, который создал The Hell Ladder. Ссылку на сайт и на ладер я оставляю в описании. Переходите, друзья, уверен, вы останетесь довольны. Ну а тем временем на карте уже разворачиваются некоторые события. Вот уже от Team Step летит Микс, следом второй, и закрывается пост Шею. На этой карте есть несколько вышек, в сумме 4. Сверху здесь 2 штуки и снизу также 2 штуки имеется. Достаточно много ресурсов, ну как минимум на базе можно поставить 2 сапплая. Здесь сверху ремастерская, также присутствуют коробки. На центре также коробочки имеются, и опять же домики установлены для охраны своего ресурсного центра. Слева бункер в аккурат под арт-платформой, также они есть у каждого из бойцов на базе. Ну и опять же рядом с ремастерской можно поставить такой небольшой укреп-райончик, почему бы и нет. Собственно, слева пост от Шея, направо также миниганер побежал, захват вышки, это Team Step. Team Step берет одну из вышек на карте, устанавливает еще один ресурсный центр, и вновь миги залетают и пробивают Шею пост, который был, естественно, напичкан или полон, как приятнее так сказать-то, наверное, все-таки полон пехотой. Тем временем танк дракон и минус пехота в здании. Идем дальше. Взлетают миги, кружат пока в воздухе и опять садятся на филд. Третий или уже четвертый даже по счету сапплай. Третий сапплай, это все же была казарма. Я думал, что Team Step сапплай устанавливает. Третий сапплай от Team Step, и минус танк дракон миги работают. Пока нет военного завода, просто спам пехоты. Хеликс от Шея прилетел на базу к Team Step, и бить надо филд. Бьется пока казарма, но до филда бы достать было бы очень даже неплохо. Миги пробить, бьется 2 мига, пробивается филд, и, кстати, может быть, пора высаживаться уже, минус филд, и может даже попробовать пробить сапла. Бьются пока саппалтраки, высаживается Хеликс. Миги в воздухе, сесть им некуда. Ну вот, новый филд строится, и можно этой пехотой попробовать повоевать здесь. Ну, как минимум, сапплай забрать это точно. Здесь танк-дракон от Шея подходит близко к вышке. Можно пробовать разжигать и даже забрать казарму. Казарма распродает, Team Step все контролирует. Миги в воздухе. Бьет миниганер, миги не заряжены, по всей видимости, они уходят обратно на филд, а дракон разжигает, и вышка, по всей видимости, сейчас будет уничтожена. В бункере пехоты, как я полагаю, нет, бункер пустой, либо просто не получилось делать выстрел из-за вышки. Пехота от Шея пробивает ресурсный центр. Здесь есть ответная пехота от Team Step. Строится еще один военный завод, 2 дозера, оба на месте. Бункеры также прикрывает филд. Здесь на центре дежурит танк-дракон. Было бы неплохо его отправить вперед. Пехота продолжает здесь воевать прямо возле коробок у Team Step. Это Шей 3 ракетчиками здесь остался, но миниганер должен без проблем справляться. Подходит дозер достаточно близко, на самом деле. Не опасно ли так подъезжать? Вновь миги, но это уже от Шея. И по дозеру, по пехоте.
бьет с пехотой. И, кстати, два ракетчика здесь у Шеи остаются. Можно попробовать до дозера достать. Тем временем танк-дракон на центр, минус пехота. Справа также дракон, минус пехота в здании. И можно добираться до вышки. Слева вышки Шей захватил. И я так полагаю, что нет, в 2 ресурсных центра всего лишь добывает. Ну, у него слева 2 вышки имеются. Очень даже неплохо. Ставится командный центр. Один из дозеров, по всей видимости, тимстеп-то потерял. Танк-дракон, второй дракон идут вперед. Здесь тем временем ракетчики от Шея. Еще танк-дракон, но есть миги. Нижний боец уже также установил филд и ставится командный центр. Миги в воздухе. КЦ продолжает свое строительство. Справа тем временем интересные 2 дракона идут. И нечем похоже, что здесь прикрыться на самом деле. Разве что только пехота и дракон от тимстепа. Миги в воздухе. Бьется ракетчик. По дозеру? Неужели по дозеру? По дозеру ударил. Тимстеп остался без строителей, по всей видимости. Все. Это все. То есть тимстеп больше не сможет ничего установить, ни саплай, ни достроить свой командный центр. И теперь остается только спамить и пытаться идти в наступление. И как раз дракон сейчас достаточно близко подходит и разворачивает свой командный центр. Уже боец под синим цветом достаточно близко здесь к казарме. Тимстеп расположился, еще и пытается пехоту поджечь, перестраивает свою линию огня, скажем так. Но миги отрабатывают все-таки этот танк-дракон. Ну, казарму спалил. Очень здорово. И, кстати, если вы обратите внимание, Шей достаточно зажат. И 4 мига от тимстепа залетают и пробивают БТР с пехотой. Дозер пришел. Точнее, танк-дракон от тимстепа и минус саплай. Взлетают миги, должны, в принципе, с драконом справляться. 2 в воздухе. Выстрел есть. Похоже, что перезарядка не состоялась. Почему-то как-то странно они здесь работают. И 2 поста от тимстепа заходят. Есть туповоз. Он был уничтожен. Вышла пехота. Миги в воздухе. Тут дозер на пути. Бьется военный завод. А здесь тем временем Шей разжигает стену огня. Уничтожает военный завод. Уничтожает саплай и казарму с помощью своих 2 танков драконов. И идет вперед. А на базе только миги. Нужно срочно их в воздух поднимать и уничтожать. А здесь тем временем тимстеп на месте не стоит. С помощью своих юнитов пытается добить Шея. Ну и Шей также идет вперед. И сейчас просто уничтожит последний военный завод. И может быть даже последнюю казарму. Военный завод точно будет уничтожен. Каркас КЦ можно отменять. Миги в воздухе. Тимстеп не законтрил этот момент. Был, видимо, слишком занят на базе. И практически, можно сказать-то, Шея и добил здесь пехоту, которая заминировала филд. Ну и все, с драконами справляются. Ну, ковровая бомбардировка пробивает филд тимстепу и закрывает казарму. У тимстепа осталось одно здание. Тимстепа осталось одно здание в виде саплая. Все у него. Больше нет зданий. Ему не с чего спамить. У него неплохая, в принципе, экономика. То есть у него есть вышка. Да, вот она здесь слева. И у него есть саплай. Ну, по счастью, хорошей экономики, я погорячился. И 2 здания, все-таки 2 здания здесь у тимстепа. Есть ведь еще и электростанция. Арт-удары, неужели попадет? И попал Шей арт-ударом, закрыл труповоз и закрыл танк-дракон. Остался только пост, и вся пехота сейчас идет вперед. Вся армия, все, что есть у тимстепа, сейчас идет и будет пробовать Шея вскрывать. Тут ведь не так много юнитов, не так много зданий, и зажат ведь. Шей зажат, и у него ресурсов также не так много-то и осталось. Вышек нет. Пробивается электростанция и бьется командный центр. Много пехоты, кстати, у нижнего бойца. Здесь тем временем труповоз, но он, по всей видимости, пустой. Да, здесь нет юнитов. И тимстеп продолжает свое наступление. Пост у него выживает. Кстати, можно попробовать захватить арт-платформу. И она будет бить здесь по зданиям и по юнитам Шея. Шей, кстати, ставит казарму, уже 2-ю по счету. И просто бункерится. Да, он ставит бункеры. Бьет с командой центра. У тимстепа много юнитов. Он захватывает арт-платформу. Неужели дожмет сейчас Шея? Шею нужно пробовать как-то противостоять, как-то сражаться. Командный центр минус. Боже, что происходит вообще? Я искренне не понимаю, как игра просто встала в такое русло. И просто сейчас Шей зажат на своей базе. Дает еще один бункер. Юнитов у него не так много, но с 2 казарм пехоту можно, в принципе, наспамить, забункериться, попробовать продержаться. Тимстепу-то ничего не остается, как просто кружить вокруг Шея. А у Шея ведь еще можно, ну, попробовать накопить на командник и где-то его тут поставить. Саполтраки поехали вперед. А здесь труповоз. Тут
тот самый, видимо, разведка. Потому что он пустой, ничем ты тут не повоюешь, но с помощью артиллерии этот труповоз закрывается. Тимстеп предусмотрел. Кстати, вот еще есть ракетчики. И в здании здесь также есть какая-то пехота. Нужно это срочно все забирать. Здесь также в здании пехота имеется. И минус один из бункеров. Распродается. Распродается Шей. И, кстати говоря, это была не распродажа, это закончились ресурсы. И ставится командный центр на месте этих ресурсов. И если сейчас Шей достроит свой КЦ, у него ведь появится повышение, с помощью которых он также сможет отбиться. Тимстеп пытается вскрыть оборону Шеи. Мне просто любопытно, но кто же все-таки здесь затащит? Минус один бункер, еще один также вскрывается. Тут всего лишь 3 миниганера, выходит 4-й, еще один бункер. Шей строит, и КЦ готов. С полтраки вперед пошли, вся пехота выходит. Это финальный штурм, и ковровая бомбардировка залетает на пехоту. Также вскрывается пост, и Тимстеп терпит поражение. Вся его армия одной ковровкой, можно сказать, была закрыта. И кто его знает, если бы не этот командный центр и не повышение, чем бы все это закончилось. Тимстеп был, конечно, очень убедителен. Да и сама по себе игра оказалась очень непредсказуемой. И если вам, друзья, понравилось данное видео, то пишите комментарий, ставьте лайк или дизлайк, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Алекс. Играйте в генералы.